Друзья, снова всем привет! Добро пожаловать в студию Aqua Dream. Во Вьетнаме лунный Новый год. Наступает тишина. Через 2 дня город полностью вымрет и погрузится в полную тишину. И мне очень нравится это время, потому что это время как раз подходит для того, чтобы сделать новый проект, новый аквариум. И я все-таки успел подготовиться к этому времени, подготовиться и сделать для вас 2 новых проекта, один из которых мы сегодня будем с вами делать. Мне повезло, я еле-еле успел купить все материалы до закрытия всех магазинов минимум на неделю. Пришлось ездить с одного в другой. Фильтр я думал, что мне вообще не доставят, он застрял где-то посередине Вьетнама. Я думал, что его уже доставят после праздников, но все-таки мне его доставили вчера, как раз за 2 дня, когда вообще все полностью будет закрыто. Ну что, сегодня будет у нас с вами большой, грандиозный проект. Я настолько взволнован, мне кажется, что получится такая красота. Я запасся всеми материалами и всевозможными растениями, которые я только смог найти. Я купил растений даже больше, чем, наверное, нужно. Но лучше больше выбор, чем меньше. Поэтому будем смотреть, какие растения подойдут лучше. Все-таки стабильность аквариума также зависит от количества растений. Чем растений больше, если вы используете субстрат, тем лучше. Поэтому будем использовать по максимуму все растения. Ну что, а вот это сегодняшний проект. Красивый мелководный аквариум. 60 сантиметров в длину, 20 сантиметров всего лишь в высоту и 35 сантиметров в ширину. Он довольно широкий. Вот он, этот красавчик. Я уже наклеил на заднюю часть черный фон. Как я клею черный фон, я уже показывать вам не буду. Те, кто долго на моем канале, в других видео видели, я демонстрировал. Ничего сложного нет в этом. Все подготовлено. Стекло я протер, почистил, оно чистое. Лампа также. Что успел, то нашел. Лампа Chihiro серии B. Довольно мощный свет и спектр света подходящий. Думаю, что будет хорошо. Посмотрим. Итак, друзья, материалы, которые сегодня буду использовать. Вот этот глинистый субстрат, который я использовал в последнем проекте также, ну и вообще во многих своих. Я его измельчил в такие мелкие гранулы. Дальше Aquasoil, такой местного производства остатки. И вот такой японский, который нашел в попыхах. Ни разу его не использовал. Посмотрим, как он себя ведет. Также у меня давно лежало, просто нашел случайно активированный уголь. Я вот думаю, его либо насыплю немножко в фильтр, либо в субстрат, чтобы он также очищал воду. Здесь речная галька, я ее предварительно уже промыл под водопроводной водой. Ее нам нужно будет много, так что у меня вот целый ящичек. Дальше, посмотрите, какое шикарное дерево, какие шикарные коряги я купил. Вот такие формы, вот такая. Кстати, вот помните в магазин, в который я рай
Коряк ездил, он был закрыт уже на празднике, поэтому я в него не попал. Я хотел там купить, но вот в другом магазине тоже нашел. Вот такие прикольные. Вот посмотрите, также дополнительная декорация вот такими мелкими веточками. Очень классно. Вот здесь вот у меня их больше есть. Вот такие. Так что красок для творчества вполне предостаточно. Также клей подготовил для приклейки дерева, камней и растений также. А теперь посмотрите, какие классные речные камни я купил. Посмотрите на этот цвет. Посмотрите на форму. Вот этот мне очень нравится. Так что затряпка грязная в кадре. Так, вот здесь, вот он, красавчик, камень. Так, мелких я не нашел, у меня только вот такие крупные, но много я камней использовать не хочу, поэтому подберем самые подходящие из растений. Растений у меня огромное количество, сейчас покажу. Итак, посмотрите, вот у меня полный ящик растений здесь. И небольшой ящик вот здесь. Так, давайте начнем. Вот это у меня hair grass, травка. Очень хорошая, свеженькая. Здесь у меня лилиопсис. Вот такой. Тоже много его. Все это будет на задней части и на средней части аквариума. Вот здесь саджитерия. Вот здесь и вот здесь. Дальше буцефаландра. Не очень свежая. Мне ее со скидкой продали. Но более-менее выбрал самые нормальные. Дальше гимиантус Монте-Карло. Я его весь использовать не буду, так как я его взял побольше для еще двух других проектов небольших, но об этом попозже. Дальше Анубиас Nano Petit, мой любимый, самый лучший. Вот он, красавчик. Далее бамбук, тот, который я тоже в мелководных использовал аквариумах. А дальше здесь у нас ротала, вот она в воздушной форме, вот с такими круглыми листиками зелеными. В подводной форме она будет изменять форму листиков и краснеть. Далее вот это гидрокатила трипатита. Вот так вот она также в подводной форме и в надводной форме растет. Скорее всего, я ее буду использовать в полупогруженном виде. Большая часть будет в надводной форме. Далее вот такая, мне понравился вот такой папоротник с вот таким выходом в воздушную форму, папоротничком. Вот такая бабикуса тут сделана. Все прикреплено. Вот такой. Вот так вот. Далее вот такой папоротник небольшого размера, маленький. Далее вот здесь криптокарина парва, тоже не свежего вида, тоже мне ее со скидкой продали, то, что смог найти. Монте-Карло еще два подносика, но это для других проектов. И смотрите, какой я мох купил. Ни разу его еще не использовал. Сказали, растет хорошо, без дополнительной системы подачи СО2. А название этого мха Physidens fontánus. Вот такое красивое у него ботаническое название. Так, ну вот без воды он, конечно, вряд ли вы что-то увидите, но вот на конце вот так вот он смотрится. Очень красивой такой елочкой. Ну что, вот они, наши запасы растений. И еще одно растение, которое мне продали. Посмотрите, какая красивая пальма. Супер. И вот там у нее еще детки растут. Я ее тоже хочу в уголок в надводной форме приделать. Так, что за салфетки? Фильтр, нанофильтр, такой, который я использовал уже во всех своих предыдущих проектах. Вот эта губка продавалась вместе с фильтром. Внутрь я уже подготовил губки, я уже их вырезал под размер. Вот такая. Далее вот две вот таких обычных для мелкой очистки. И самое первое, это
Это вот такая 6D губка. Сейчас я ее вытащу. Вот такая 6D. Один из моих подписчиков написал, что если в фильтре заход воды идет снизу, то лучше всего класть губки, сначала губки, а потом уже вот этот наполнитель для заселения бактерий. Лично мне кажется, что разницы в этом нет никакой, но я хочу поэкспериментировать. Аквариумистика — это всегда эксперименты, поэтому давайте попробуем так положить. Значит, сначала у нас будут губки, а потом вот так. Вот эти две. Так. И далее у нас пойдут вот эти наполнители. Уголь я, скорее всего, добавлю в субстрат, потому что у меня его совсем чуть-чуть. Здесь уже в фильтре места нет. И вот так вот сверху будут вот такие наполнители в мешочках. Все. Дальше трубки захода-выхода воды металлические, красивые, миниатюрные, маленькие. Сам фильтр тоже, вот посмотрите, какой маленький. Но сколько в него влазит. Моторчик здесь и, собственно, адаптер. И трубки. Ну вот и все. Ну что, друзья, работы много, поэтому давайте поскорее начнем. Итак, первым слоем, как всегда, начнем засыпать гальку и будем работать над хардскейпом. Идея основная — это треугольный скейп, начиная с этого угла, начиная с возвышенности, с уходом вниз. Растения будут все в основном в этой части в углу и на задней части, спереди, начиная отсюда. И вот так будет только песок. Итак, ну а сейчас я хочу установить сразу коряги. Какие-то, возможно, придется подпиливать. Сделаю форму из коряг и потом будем укладывать камни, смотреть, как будет получаться, подсыпать также субстрат повыше. После всего этого, когда наш хардскейп будет готов, уже будем везде засыпать субстрат. Итак, я думаю, что я подсыплю все-таки субстрата вот здесь, чтобы было проще устанавливать также коряги. Насыплю немного субстрата. Так будет проще. Друзья, мне очень нравится. Я думаю, что вот на этом мы и остановимся. Только я сейчас держу вот эту коряжку, потому что она неустойчивая, она поднимает все другие, поэтому вон в том основании мне нужно их все между друг другом приклеить. Что я сейчас и буду делать.
Посмотрите, какая красота получилась. Это дерево смотрится просто изумительно. Супер. Представляете, сейчас добавим камней и других декораций, мелких камней, мелкой гальки. Засадим все это растениями. Супер. Итак, все коряги я приклеил. Теперь они плотно друг к другу приклеены. Вот здесь я использовал губку белую обычную для фильтра. Жидкий водянистый суперклей. Она хорошо помогает плотно, прочно приклеить коряги между собой. И также задекорировал это все сверху песком, чтобы клея не было видно. Также песок вместе с губкой и клеем держит Hardscape гораздо лучше. Итак, теперь подсыпем больше субстрата и начнем устанавливать камни. Кстати, насыплю-ка я первым слоем угля. Для дополнительной очистки воды. Там, где у нас галька. Итак, ну все, наступило время камней. Давайте посмотрим, какие подойдут. Я думаю, что самые большие будут лишними, слишком много дерева. Посмотрим. Но один большой мне настолько нравится, вот этот, что я думаю, что его я точно положу. Итак, ребята, я думаю, что камней будет достаточно. По-моему, получилось, как всегда, очень драматично и очень красиво и очень натурально. Но это еще без растений и без дополнительной гальки, песка, как декораций. Так что посмотрим, каким будет финальный результат. Я все-таки немножко поменял. Я все-таки положил вон туда большой камень. Мне кажется, что большой камень как раз сбалансированно там смотрится. А вот тот маленький, который был там, положил вот сюда. Повторяет форму дерева. Вот сейчас, мне кажется, вполне получилось гармонично и красиво. Теперь мне нужно приклеить все коряги и камни между собой. Использовать я буду клей-гель
специальный аквариумный. Отложим посадку растений на завтра, потому что сегодня у меня уже времени нет. Как раз к завтрашнему дню весь хардскейп будет прочно стоять, будет крепким. Я сейчас засыплю основную часть субстрата и также песок, и добавим еще других декораций в качестве разной фракции гальки. Итак, ну все, с субстратом мы закончили. На передней части он также будет. Я здесь травку тоже посажу. На задней части будет очень много травы. Я специально всю заднюю часть, основную часть субстрата использовал на заднюю часть. То есть я заднюю часть поднял высоко, чтобы травку это было видно на горизонте. Вот здесь в углу будет вот эта большая пальма, которую я вам показывал. Вот это. Итак, ну а теперь все это красивое дело мы засыпем песком и добавим декоративной гальки. Итак, я сделал вот такой вот микс из гальки от самой-самой мелкой до самой крупной вот таких камней. И сейчас вот этот микс я буду прям брать щепотку и насыпать везде вокруг камней. Друзья, посмотрите, получилось просто невероятно красиво. Я супер доволен. Это просто такая красота. Мне кажется, что в будущем я сделаю подобный скейп, но вообще без растений, потому что без растений мне тоже жутко нравится. Такой пустынный, драматичный скейп. Точно сделаю примерно такой же в речном стиле скейп вообще без растений один. Потому что это просто супер, супер красиво.
Ну что, а теперь подождем до завтра, все хорошо высохнет, укрепится, и завтра самое интересное – посадка растений. Итак, друзья, наступил второй день, все подсохло. Как вы уже, наверное, заметили, я добавил еще камней, потому что вот это место мне казалось пустоватым. Я добавил вот этот камень и вот этот мелкий. Далее добавил вот маленький камушек вон туда. И еще добавил вот эту маленькую веточку вот сюда. Вот так она стелется вперед. Ну что, сегодня посадка растений. Как я буду организовывать растения, я еще пока не уверен. По ходу будем разбираться, что и куда сажать. Что я могу сказать точно, это то, что основная часть растений будет вот так вот на задней части. А на передней части будет минимальное количество растений, чтобы сохранить вот этот пустынный скейп. Так, ну и первое, что я хочу посадить, это вот эту вот красивую пальму в угол. Вместе вот с этим папоротником. И вот этот папоротник, который на вабикусе у меня здесь. Теперь время для задней части. По всей задней части будет травка. Начну я с самой высокой. Она будет на самой задней части. И будет уменьшаться до самой мелкой. Друзья, совсем забыл. У меня же еще бамбук есть. Бамбук я тоже посажу вокруг вот здесь, вот вокруг вабикусы, чтобы как раз ее прикрыть. Вот этот лилиопсис очень хорошо растет высоко, хорошо разрастается большими кустами, поэтому я сделаю микс также на заднюю часть вместе с этим растением. Итак, теперь время
для вот этого лилиопсиса. Посажу я его прям полянками. Фу, друзья, основная часть посажена. Вот такой микс травки получился. Я всегда стараюсь по максимуму засажать аквариум растениями. Какие-то, возможно, не приживутся, какие-то, возможно, нужно подождать, когда биосистема восстановится, и тогда они приживутся. Но лучше всегда использовать максимальное количество растений, которые помогут быстрее восстановить биобаланс в аквариуме. Вот такая красота получилась. Монте-Карло я решил не сажать, и Hairgrass я тоже сажать не буду. Я буду использовать в своих новых проектах, которые, кстати, скоро выйдут. Сейчас у меня осталась Буцефаландра. Ее я посажу вот в этой части. И Анубиас нанопетит, я его посажу тоже где-то вот в верхней части и несколько штучек на дерево. И также осталась криптокаринка, которую я посажу вот в этих углах спереди. Только она будет спереди, больше ничего не будет. Кстати, еще остался у меня мох. И его я буду сажать на камни и также на дерево. Вот что у нас получилось пока что. Добавил папоротника 2 кусочка. Криптокаринка. Совсем чуть-чуть ее здесь. Осталось только Буцефаландра, Анубиас и мох. Больше ничего другого я сажать не буду. Ну что, друзья, осталось только одно растение, это мох. Давайте его приклеим и пора заливать аквариум водой. Ну все, друзья, мы закончили. Наконец-то. Самая тяжелая работа — посадка растений. Мха я совсем чуть-чуть добавил.
только на 2 вот этих камушка. Сначала я хочу посмотреть, как он приживется, как он будет расти, не будет расти. Тем более в новом аквариуме обычно мох не очень хорошо приживается. Ну, посмотрим. У меня еще остатки есть. Я посмотрю, если он будет хорошо расти, тогда еще больше его добавлю. А может и не буду добавлять. Посмотрим. Ну вот такая красота получилась. Ну что, теперь заполняем аквариум водой и подключим фильтр. Я наполню аквариум водой на 100%, потом спущу процентов 80 опять и опять заполню, чтобы собрать всю первую муть, которая поднимется и от субстрата, и от камней. Ну что, друзья, финальный результат. Я очень доволен. Получилось просто роскошно, красиво, очень натурально. Классные камни, классные растения. Фильтр работает. Вот он, красивый, миниатюрный. Сейчас я покажу вам его внутри. Здесь я подложил коробку, потому что длины трубки не хватило. Вот он здесь жужжит. Вода пока мутная. Сейчас я добавлю бактерию и кондиционер для воды. До завтрашнего дня я надеюсь, что вода отфильтруется хорошо и станет кристально прозрачной. И завтра уже сделаю финальное видео. Ну что, друзья, на этом мы закончим. Если вам понравился мой новый проект, ставьте лайк этому видео, подписывайтесь на мой канал, не забывайте писать комментарии, а также подписывайтесь на мою страницу в Instagram, где я буду также выкладывать видео и фотографии обновления этого аквариума. И увидимся с вами снова в новых проектах. Пока-пока.